Друзья, я рада вас приветствовать на своем канале. Покажу, начиная с сегодняшнего дня, как я делаю пшеничную закваску. Мне понадобятся инструменты, на столе вы видите, и мука. Это органически чистая мука, пшеничная. В России, вероятно, такие же есть продукты, то есть чистая мука без различных примесей. Муку можно пробовать разную, и я буду показывать на пшеничной. Это самая простая закваска, с которой можно начинать. Я также начинающий пекарь, учусь всему потихоньку. Итак, я отмеряю, исходя из весов, вы видите, 60 грамм белой муки. Нужна точность всегда в замешивании закваски. Дальше мне нужна вода комнатной температуры. Если вы используете воду из-под крана, ее лучше набрать с вечера и поставить, чтобы она предварительно сутки постояла в доме, в кувшине, либо в емкости. Так все хлорсодержащие вещества испарятся и вода будет чистой. Также можно прокипятить воду и отстоять. Вот я набрала 90 грамм чистой комнатной температуры воды. Мне понадобится баночка на литр. Первая баночка будет сегодня использоваться литровая. И в ней я смешаю воду и муку. Сначала я вливаю воду. И постепенно добавляю муку. Спешить в приготовлении закваски не нужно. Это такой процесс насладительный. Я обычно люблю замедляться и возиться на кухне, что-то готовить, сосредоточившись только на этом. У меня есть ложечка, она деревянная, я не буду замешивать концом, где ложка, а вот только тем кончиком, где будет меньше прилипать. Я знаю, что некоторые хозяйки используют просто палочку, например, из ивы толстую, либо другую какую-то деревянную палочку, либо палочку для суши. Такой способ очень удобен. Вот я перемешиваю, получается такая смесь, как жидкая сметана. Тщательно перемешать. Хотя, если вы где-то что-то не домешаете, поверьте, будет происходить брожение и все равно все разойдется. Итак, напомню, что это у меня опытным путем изучения. Я закваску делала уже много раз, но вместе с вами я также с самого начала еще раз буду проходить этот путь. И если вам это интересно, подписывайтесь на мой канал и будем вместе учиться делать полезный и вкусный хлеб дома. Закваску я замешала. Теперь нужно определиться, каким способом я накрою баночку, чтобы происходило нужное брожение внутри. Свою баночку я накрою просто крышкой, вот так, не закрывая на вот эту застежечку. Можно накрыть блюдцем, либо мокрой тканью, полотенцем, чтобы влага, которая сохранялась в баночке, не испарялась. Закваску я убираю в теплое место, например, с включенным светом духовку на сутки. На следующий день, завтра, посмотрим, что же там будет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а я вас благодарю за просмотр. Спасибо большое. До завтра. Хорошего настроения вам и пока-пока.